Мне постоянно не хватает денег. У меня нет понимания, сколько нужно, чтобы начать делать татуировки. Мне постоянно кажется, что я недостаточно знаю и недостаточно хорошо рисую. С чего начать? Куда пойти? Где взять клиентов? Что именно нужно покупать для начала? Нужно ли идти в школу по тату, чтобы научиться? Так думает большинство начинающих мастеров, и я была в их числе. Сегодня я расскажу, как начать делать татуировки с минимальными ресурсами, как начать, не имея никакого оборудования, с чего начать, куда пойти и что делать, если ты не умеешь рисовать, но очень хочешь заниматься этим ремеслом. И неважно, чем именно ты занимаешься прямо сейчас. Какое оборудование, по вашему мнению, может быть самым важным для того, чтобы делать татуировки? Тату-машинка? Подходящая краска? Модель? Нет. Важны лишь ваши знания. Когда я начинала свой путь, я вообще не знала, какое оборудование мне покупать. Мне написал мой двоюродный брат из Нижнего Новгорода. «Привет, систер! А сколько у вас стоит сделать тату?» Я даже не знаю, никогда не интересовалась. «А давай я тебе куплю оборудование, и ты сделаешь мне рукав». «А давай». И с этого начался мой путь поисков. И знаете, я всегда думала, что если куплю самое дорогое, то у меня сразу начнет получаться хорошо, и обязательно разберусь. Как же я тогда ошибалась. Я помню тот день, когда у меня появилось хорошее оборудование, но как с ним работать? Какой вольтаж? Как настроить вылет? Что такое строк? Что бы я ни делала, контура, вип-шейдинг, закрас. Все было плохо. Не получалось ничего. Я часто наблюдала за работой других мастеров, как у них так все получается, что они делают и почему мои татуировки просто не входят такими, как я их задумывала. Наверное, нужна другая косметика. Но какая? Масло? Вазелин? Черная краска? Универсальная краска? А может быть гривоши? Нет, мне нужна самая лучшая и распиаренная косметика. Мне нужно все самое топовое. Нет, я не знаю, что мне нужно. Все не то. Это какой-то кошмар. Это конец. Первое, что я когда-то себе купила, это был самый обычный вазелин. Какая-то ноунейм краска, какие-то премейды. Это такие иголки одноразовые. Купила совершенно неизвестное для меня мыло. Я просто напокупала до хрена всего, что мне якобы должно было пригодиться, без понимания зачем. А чем я руководствовалась при покупке такого сетапа? Смотрела на других татуировщиков и старалась понять, что же мне нужно. Сомнения, страхи, куча денег. Я тонула в бесконечном неведении. А это был мой первый эскиз, который я тогда нарисовала. И первые татуировки. А брат ко мне так и не приехал и не купил мне оборудование. Но мне настолько сильно захотелось начать заниматься этим, что я просто не могла остановиться. Неудач на пути будет много, но вас, безусловно, не должно останавливать желание заниматься тем, что вам по-настоящему интересно. Дальше я начала учиться и много рисовать. Рисовать, еще раз рисовать. Пробовать и снова пробовать. Сегодня мне хочется поделиться с вами накопленными знаниями за эти 7 лет. Начнем с тату-машинки. Тачка — это основа. Это то, без чего не сможете сделать ни одну татуировку. Какую тату-машинку взять? Где купить? За сколько? А если не подойдет? Вопросы, которые я задавала себе в самом начале поиска. Как определиться? А что, если я вам скажу, что тату-машинку покупать не нужно? Да, это так. Вы можете прийти в ближайшую студию, поинтересоваться, предоставляют ли они оборудование какое-нибудь. В Санкт-Петербурге такие студии есть, там вам могут предоставить такую возможность. И это не реклама, а искренняя рекомендация для тех, кто хочет начать и просто попробовать, понять, интересно вам это или нет. Более того, вы можете попробовать разные варианты и только после этого принимать решение, что именно покупать. Также на тату-конвенциях всегда есть возможность протестировать машинки и понять, нужно ли это вам или нет. Где и когда проходят конвенции по всему миру, в том числе в России, можно посмотреть на этом сайте. Я не хочу сказать, что профессиональное тату-оборудование не нужно покупать совсем, но мне кажется, что особенно тем, кто только начинает, нужно для начала прикоснуться и воспользоваться возможностью, которая будет проще и доступнее. Да, возможно, у вас в городе не найдется таких студий, но есть вероятность, что у вас есть магазины тату-оборудования, которые предоставляют что-то в аренду или продают поштучно.
Зная эту информацию раньше, я бы не сидела и не думала над тем, какую мне купить тату-машинку, где взять на нее деньги, и уже начала бы тренироваться, приходя в студию и пробуя разное. Я также не хочу, чтобы вас что-то останавливало, что-то вроде того, что когда-то останавливало меня. Это постоянные поиски чего-то лучшего и идеального, вместо того, чтобы брать и делать, а не ждать, когда у вас появится подходящее оборудование. И первый совет, который я хочу вам дать, это просто начать делать. Независимо от того, какая у вас тату-машинка, какая краска, масло, мыло и так далее. Это не имеет значения. Пройдя такой путь, проработав в разных студиях с разными людьми, будь то мастера или клиенты, сейчас я понимаю, что все это абсолютно не важно. Для меня истинный кайф – это когда я завариваю чай, либо беру любимый кофе, включаю любимую музыку, готовлю рабочий стол и просто начинаю делать. Почти всегда можно найти интересные решения, интересные идеи, сделать интересный эскиз или дизайн. Мы все так устроены, что все лучшие мысли и идеи приходят к нам, когда мы находимся в движении. Второе. На чем тренироваться? Самый простой и доступный вариант – это фрукты, будь то бананы, апельсины или яблоки, или более удобный силиконовый коврик. Их можно приобрести в любом тату-магазине или на Озоне, или Wildberries. Для старта достаточно взять самый доступный. Это база, без которой мы ничего не сможем сделать. И все. Это правда все для того, чтобы начать. Давайте продублирую для понимания. Если у вас на руках нет ничего, вам достаточно купить силиконовый коврик, прийти в студию, в которой предоставляют тату-оборудование, краски и прочую расходку за аренду. И все. В общей сложности это обойдется в 3000 рублей. И только после того, как вы попробовали, можно понять, нужно ли это вам или нет. Ну, а если у тебя уже есть минимальное оборудование, и ты сомневаешься в том, что оно какое-то не такое, просто начни делать. Независимо от того, есть ли у тебя клиенты или нет, тебе просто достаточно начать делать на силиконе. Поверь, это шикарный опыт, который научит тебя многому. Если у тебя есть идеи или эскизы, которые давно мечтал воплотить, сядь и сделай их. Очень многие недооценивают такой опыт, но каждый такой проект приближает тебя к крутым результатам. На силиконе мы всегда можем отточить навыки, протестировать те или иные техники, научиться разбираться в них и поставить руку, в конце концов. Для тех, кто хочет начать работать с силиконом, мы записали мастер-класс, который теперь доступен онлайн. Если ты все еще не можешь понять, как работать с силиконом, на каком вольтаже работать, как делать контура, как делать тени, переходи по ссылке в описании и приходи на Soft Touch. Третий совет. Всегда, абсолютно всегда начинайте с простого. И тренируйте свою насмотренность. Если ты все еще не знаешь, в каком стиле ты хочешь работать, просто делай то, что нравится, и то, что дается проще всего. Будь то картинки с Пинтереста, скетчи, иллюстрации из книг в лайне, может, просто какие-то твои легкие зарисовки. Просто начни делать. Даже в рисунке, когда люди начинают учиться, они повторяют. И это не призыв к тому, чтобы вы делали чужие работы. Нет. В тату-сфере такое не приветствуется от слова совсем, и таких мастеров, откровенно говоря, не любят. Они сразу теряют какое-либо уважение, внимание, даже если то, что ты сделал, хотел клиент. Но если ты делаешь какие-то работы ради тренировки, анализа, чтобы понять, как это было сделано, и при этом не выставляешь это на всеобщее обозрение и не выдаешь это за свою личную идею и работу, то это окей. И в этом нет ничего такого. Ты учишься. Многие, кто пришел в татуировку, не умели рисовать, и сейчас являются крутыми мастерами, и таких реально много. Просто начни делать и анализируй. Анализируй все. Как идут линии, где больше контраста, как это расположено на теле, есть ли динамика в контурах и в целом в проекте, какие детали, что светлее, что темнее. Тренируй свою насмотренность, анализируй и пробуй. Четвертый совет. Всегда, абсолютно всегда будь в поиске. Никогда не зацикливайся на чем-то одном, будь то стиль, оборудование или косметика, которой ты пользуешься. Может, даже в подаче контента. Не делай только одни фото или развлекательные видео. Пробуй разные. Если ты не будешь пробовать новое, ты никогда не поймешь, что именно тебе нравится по-настоящему и что для тебя комфортно. К слову, из одной работы можно сделать скоп фотографий и видеороликов, то же самое и с эскизами. Только в опыте и сравнении приходит настоящее понимание. Это мое. Я просто хочу сказать, что без проб и ошибок вы никогда не сможете получить реальный кайф. Ошибаться нормально, только так вы придете к своему идеальному и комфортному состоянию. И только понимание того, что вам реально нравится, спасет вас от перегораний. Пятый, не менее важный совет. Отдыхайте. Проводите больше времени с близкими, будь то семья, любимый человек или питомец. И это не шутка, правда? Отдыхайте.
Всех денег мира не заработать, за всем вниманием не угнаться, и сотни подписчиков вас не сделают счастливыми. Жизнь одна, и я хочу, чтобы вы получали от нее удовольствие. От простых вещей. Сходите попейте кофе, загляните на ближайшую выставку. Это принесет вам больше идей и умиротворения, и даст больше сил для дальнейших планов и проектов. Ведь для того, чтобы стать успешным тату-мастером, нужно много энергии, вдохновения и идей. Я просто хочу, чтобы все это у вас было. Для того мы и живем, чтобы получать удовольствие, несмотря на то, что сейчас это получается сложно. И самое главное, что я хочу сказать, это то, что желание не делать и не развиваться вы не оправдывали отсутствием профессионального или дорогого оборудования. Ведь сегодня вы убедились в том, что это абсолютно не важно.